Ребята, всем привет. В общем, тема такая. Договорился с человеком и еду забирать одну очень крутую вещь. Я один раз всего лишь примерил ее. Брал у друга шлем, ну вы уже можете по названию догадаться. И мне просто до невозможности захотелось приобрести его. Тем более, что шлем мне нужен для испытаний моей реактивной техники. Ну, поэтому решил взять именно такой, не какую-то там шапку с ушами, знаете, а действительно крутой шлем. Да, пусть он немножко для других целей, для полетов, но я буду его эксплуатировать на наземной технике. Ну вот, ребят, вот он пакетос. Здесь лежит этот наш замечательный чудо-девайс. Ой. Я хоть и недолго, друзья, но уже успел помечтать о нем. И вот он здесь. Везу его в мастерскую и будем распаковывать. Хозяева рассказали немножко об этом шлеме. Пилот летал на МиГ-31, что даже участвовал в параде над Поклонной горой в Москве. Также делалась дозаправка в воздух. Ну, в общем, короче, это было круто очень, ребят. Ну вот этот шлем, красавчик, на столе. Давайте уже распакуем его. Раз пакет. Два. Уже что-то просвечивается. Честно говоря, я не знаю, что это за вентиляционное отверстие. Но они добавляют, ребят, добавляют дизайну этого шлема. В общем, вот он. Здесь еще куча всего прилагалось. Это маска. Здесь вот есть такой интересный девайс. Оно надувается. В общем, такая штука. Видимо, используется совместно с кислородной маской. Ребят, не знаю, что это такое. Я далек от этого всего. Но так как эта вещь теперь у меня есть, я обязательно разузнаю. Может быть, даже сделаю когда-нибудь полноценный обзорчик. Расскажу вам, что здесь и к чему. Вот можете заметить, эти два разъема соединяются. То есть на маску, которая идет, можно соединить вот так мешочек. Маска выглядит неплохо. Шланг немножечко поюзанный. Это крепление. Крепление вставляется в пазы на шлеме. Вот так. Также можно регулировать, ребят. Сильнее зажимать, ослаблять. Я этот шлем брал в основном из-за эпичности, потому что мне он очень нравится. Мне друг дал поносить его там несколько минут, и я буквально влюбился в такой шлем авиационный. Выглядит он очень здоровски. Думаю, многим будет интересно, сколько он весит. Сейчас проверим и приступим к более детальному осмотру. Весит 1,7 килограмма. Такое ощущение, что выполнен он из композитных материалов. Вот там внутри просматривается. Помимо защиты от ударов, такой шлем еще спасает при катапультировании. Надеюсь, до этого дела не дойдет, так как катапультироваться могут на больших скоростях. Создает правильное аэродинамическое сопротивление. Я не знаю, есть ли здесь пиропатроны, закрытие очков. Ну, читал, что бывают шлемы с пиропатронами. То есть, вероятно, при катапультировании они автоматически закрываются. Вот такие дела, ребят. С маской вообще прикольно выглядит.
Немного почитал, выяснил, для чего вот эти отверстия. Эти отверстия не позволяют запотевать светофильтру изнутри. То есть они по сути служат для вентиляции и противозапотевания. Это очень хорошо, потому что в жару обычные очки могут запотевать. Ну а теперь, ребят, как обычно, разборка. При моих обзорах я делаю разборку практически всегда. Если бы здесь не было этих трубок и проводов, я бы, конечно, не разбирал бы. Ну, а так придется разобрать, чтобы их удалить. Вот такие вот дела. Заодно посмотрим, куда ведет трубопровод. Потому что непонятно, что он здесь накачивает. Подушечку создает, что ли? По-моему, да. Да, придется маленько модернизировать. Здесь как бы можно уменьшать размер, я смотрю, можно шнуровать его. Это очень хорошо. Трубопровод отсоединяется очень легко, а вот провода жестко интегрированы. Ну, придется что-то с этим делать. Так, трубопровод. Оп, все. Есть. Отсоединили. Провода с телефонов тоже извлекаются довольно-таки просто. Так, откручиваются от телефонов. Да, в принципе, сами телефоны можно снять. Лишний вес, так сказать, ребят. Итак, вот он, что он как-то подоткрутился. Ну и вытаскиваем провод. Все, тюнинганул шлем, вынул все лишнее из него. Вот так вот, кстати, он выглядит изнутри. По центру подушка, которая была наполнена старым поролоном. Вот он весь высыпался, ребят. Придется новенький туда зарядить. Ну, это, в общем-то, не страшно. Значит, отключил шланг подачи воздуха в подушку. Давайте я вам сейчас покажу, что это за подушка. Подушка компенсации натяжения кислородной маски. То есть оно надувается. Вот так. В общем-то, как и вот эта подушка. Назначение, которое я не очень себе представляю, ребят. Ну, я вообще здесь не особо представляю, что для чего предназначено. Это вот все-таки я выяснил, как называется. То есть вспомнить я не смог, мне говорили. В общем, это ларингофон, ребят. Он работает от гортани. То есть идет какая-то вибрация и можно переговариваться таким вот способом. Также в маске есть микрофон. Вот. Классный, конечно, ребят, шлем. Я в него влюбился даже. Можно даже так сказать. Вот сюда, на место этих трех отверстий, я, наверное, прикреплю крепление для GoPro. Я даже видел, пилоты туда GoPro устанавливают. Вот. Ну, вообще, шлем, в принципе, в нормальном состоянии. Хотя, конечно, старенький. Поролончик подвысыпался. Но это ничего страшного, ребята. Все равно я его уже полюбил. На что-либо другое менять не хочу. Теперь он весит 1,5 килограмма. Где тут наши весы? Даже немножко меньше. Ну это потому что я снял подушку. Вот. С подушкой уже почти 1,5 килограмма. Телефоны снял целиком. Вот видите, здесь следы поролона. Давайте покажу, что там у них внутри. То есть, ну, это наушники такие. Вот здесь есть мембрана и катушка. Катушка с магнитами. Вот. Телефоны вещь очень-очень чувствительная. Даже на минимальной мощности в них слышно. Но они не громкие. Вообще сюда можно установить наушники. И использовать немножко по другому назначению шлем. То есть самые обыкновенные наушники. Тут есть место. Вот это все здесь легко снимается.
все разбирается. Докопался до названия. Вот здесь написано шлем ЗШ-7АП. Второй номер. Шлемы различаются по размерам. У меня размер головы, можно сказать, такой, переходной между первым и вторым номером. Для первого номера это крайний верхний предел, для второго номера крайний нижний предел. Ну, то есть он для меня большеват, можно так сказать. А если был первый номер, он был бы на пределе, ну, немножечко маловат. Самое главное, что если сделаю такие самолет когда-нибудь, то шлем уже приобретать не нужно будет. Все уже есть. Вот так, ребят, выглядит со всех сторон. Маска снимается вот так. Оп. И можно, в принципе, выдернуть ее. Размерчик, самое главное, что нормально подошел. Удобно, все отлично. Вот, я не знаю, если бы я взял первый номер, наверное, очень жестко было бы его одевать. Все провода и шланги пока что оставлю на хранение, ребят, до лучших времен. Пока что они мне не нужны. Разъемы, конечно, очень качественные. Здесь вот похоже даже, что это магнитный разъем. Потому что нет каких-либо зацепляющих устройств. Хотя, кто его знает, как оно тут все устроено. Здесь просто. Здесь вот что-то есть, какое-то отверстие. Это с проворотом защелкивается. Ну а этот разъемчик, он просто за счет усилия на вот этой проточке он держится. Шлем хоть и старенький, но зато с богатой историей. Буду носить его с удовольствием. Одно только упоминание, что он использовался в самолете МиГ-31. То есть в нем летали на таком супер просто самолете. На грани фантастики и, возможно, со скоростями более 3000 км в час. Вы можете себе представить, ребят? Ну, для меня это фантастика. Для меня это фантастика, я честно вам признаюсь. В общем, у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока. Кстати, солнышко. Вот так уже получше. Так вообще отлично. Ну все, всем пока.